Рекомендательные письма – это один из ключевых элементов петиции на визу О1, грин-карту и B1 и многие другие визы. Часто именно от их качества зависит, дадут вам визу или придет отказ. Сегодня мы разберем, как писать по-настоящему сильные письма, какие ошибки нельзя допускать и что реально ценит USCIS. А поможет во всем этом разобраться опытный иммиграционный юрист, который написал, подал и выиграл уже более 5000 иммиграционных кейсов. Татьяна Арестова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что считается сильным рекомендательным письмом для визы EB1, О1? Да, Данил, спасибо за этот вопрос. Прежде всего, нужно понимать, что рекомендательные письма– это фактически свидетельские показания по вашему делу. В отличие от, например, судебного заседания, куда свидетели приходят, поднимают правую руку, клянутся говорить правду и отвечают на вопросы вашего адвоката и, возможно, вопросы противной стороны, и даже вопросы судьи, в этом случае у нас все эти аспекты должны быть объединены в тексте. Итак, данный текст является прежде всего свидетельскими показаниями ваших свидетелей по вашему делу, которым является ваша заявка. Соответственно, прежде всего важно обратить внимание на то, что свидетель должен быть уважаемым свидетелем, то есть иметь отношение к делу. Далее письма должны быть не простой отпиской, письма должны быть информативными. Они должны содержать ту информацию, которую вы хотите донести, как если бы, например, ваш адвокат представлял вас в суде, задавал бы вам вопросы по вашему делу, где вы излагали бы свою точку зрения. То есть в данном случае, опять же, ваши письма, будучи вашими показаниями, должны отвечать на те вопросы, которые, как вам кажется, офицер хотел бы вам задать, или ответы на которые офицер хотел бы услышать для того, чтобы в вашем деле разобраться. Поэтому, прежде всего, письма должны быть по делу, они должны доносить ту информацию, которую вы хотите донести для того, чтобы доказать какой-то пункт в вашем деле. Вот это главное, в чем, собственно говоря, состоит задача писем. Дальше очень важно сказать, что письма не являются обязательными для иммиграционной службы в плане их принятия и, скажем так, согласия с ними. В иммиграционной службе есть прецедент, на который они обычно ссылаются, в котором написано примерно следующее, что рекомендательные письма мы должны обязательно просмотреть и принять во внимание, но не обязательно мы должны соглашаться с тем, что там написано, и это действительно так. То есть иммиграционная служба может всегда поставить под сомнение содержание этих писем или утверждения, которые там содержатся, особенно если эти утверждения являются, так сказать, голословными. То есть если вы, например, приводите выводы, пишете, что данный человек, данный заявитель является величайшим из всех времен и народов, но не приводите абсолютно никаких тому подтверждений. Или, например, если вы пишете о чем-то, что большого отношения к делу не имеет. Например, пишете о хорошем моральном характере, в том случае, если все-таки ваша задача доказать профессиональную компетенцию. То есть важно не отходить от темы и писать письма строго, сообразно той задаче, которую вы ставите себе в данном случае. А вот вы говорили, что в письме должны быть ответы на вопросы, которые, как заявителю кажется, мог бы задать офицер. Что, на ваш взгляд, самое важное должно быть написано в письме, чтобы офицер воспринял это письмо как серьезное доказательство? Прежде всего, письмо должно соответствовать требованиям представления доказательств. То есть сначала в этом письме должно быть вообще обрисовано, для чего, для какой цели предоставляется это письмо. Далее нужно, как говорится, lay the foundation, то есть заложить фундамент данного письма. Нужно описать, кто его пишет, на основании каких фактов написано письмо. Например, если вы берете письмо от человека, являющегося специалистом в вашей области, и, например, данным письмом вы хотите подтвердить, что вы внесли вклад большого значения в вашу область. Это, скажем так, такой критерий, который обычно подтверждается с помощью рекомендательных писем. Не только рекомендательных писем, но рекомендательные письма очень нужны и важны для подтверждения именно этого критерия. Итак, нужно прежде всего описать профессиональную биографию данного эксперта или свидетеля, который пишет это письмо.
Нужно также обрисовать, каким образом этот человек знаком с заявителем, то есть с вами. Он с вами вместе работал, или, возможно, вы писали вместе научную статью. Или, может быть, он служил судьей на каком-то соревновании, на котором вы выступали. То есть важно описать, каким образом он вас знает. Далее делается плавный переход от этих моментов к тому, что, собственно, человек хотел бы сказать. То есть нужно писать, что вот на основании моего опыта работы, на основании моих знаний в данной области, а также на основании моего знакомства с работой или профессиональной деятельностью данного заявителя, значит, вот я подтверждаю, что. И дальше нужно изложить, к каким выводам данный эксперт пришел, почему он пришел к этим выводам, на основании каких фактов эксперт или рекомендатель пришел к этим выводам. То есть письмо должно быть очень детально и, как я уже говорила, не должно быть голословным или конклюзивным. Там не должны содержаться просто выводы. Все выводы должны быть обоснованы. Скажите, пожалуйста, кто считается сильным рекомендателем для виз О1 или ИБ1? Подходят ли коллеги, бывшие руководители, или это должны быть какие-то именно независимые эксперты? Следует сказать, что письма бывают разные. Писем обычно в такого рода делах должно быть довольно много. И очень хорошо, если заявитель рисует многогранную картину, в данном случае предоставляя письма от всех вышеперечисленных категорий людей. Очень важно, с одной стороны, иметь письма от людей, которые являются безусловными и признанными экспертами в данной области. Иногда существует такой, скажем так, тонкий баланс между тем, выбирать ли человека с неимоверным каким-то количеством заслуг или все-таки человека, который ближе к вам по своему профессиональному уровню. Дело в том, что если человек имеет действительно очень высокий уровень достижений, то это может навести офицера на мысль, что вот он тот самый кандидат, которому я, безусловно, одобрил бы визу. Особенно если речь идет о грин-карте EB1. Скажем так, ваши достижения могут оказаться довольно бледненькими по сравнению с теми достижениями, которые есть у эксперта. И это создает у иммиграционного офицера такой эффект баланса. И мне приходилось видеть, например, запросы на дополнительную информацию. В базе данных иммиграционной службы можно найти и отказы, в которых офицер так достаточно ехидно отзывается о том, что вот видите, вот можно же, вот посмотрите на вашего рекомендателя. Ведь ваш рекомендатель действительно вот звезда в вашей области. А вот у вас, видите, пока еще недостаточно достижений. Поэтому здесь очень важен баланс. В то же время, естественно, что если человек выражает профессиональное мнение о вашей квалификации, у него должна быть для этого база. Поэтому ваш рекомендатель как минимум должен быть профессионалом в вашей области. Часто людям кажется, что если они возьмут письмо от человека, например, олимпийского чемпиона, еще какой-нибудь знаменитости, то это обязательно решит кейс в их пользу. Это не всегда так. Дело в том, что у каждого доказательства есть так называемый вес. И вот вес доказательства, их убедительность не всегда напрямую связаны со знаменитостью или известностью того человека, который пишет письма. Более важно показать, что, опять же, знание данного человека, его деятельность так соотносится с вашей деятельностью, что он может давать авторитетные, уважаемые заключения по вашему поводу. Соответственно, можно предоставить письма от экспертов, не знакомых с вами. В этом случае они могут описать, что их суждения основаны на том, что они, может быть, почитали ваши работы или посмотрели ваши фильмы, или каким-то еще образом ознакомились с вашим творчеством или с вашей работой. Также заявления от коллег могут быть основаны на том, что они с вами вместе работали. Например, если вы пишете письмо для доказательства ведущей, лидирующей роли в какой-то организации, очень важно предоставить письма либо от руководства этой организации, либо в крайнем случае от коллег, где будет описано, какую роль вы играли и почему ваша роль была важной, критически важной или лидирующей, и каких успехов организация добилась благодаря вам. Значит, соответственно, письма от людей, которые встречались с вами на конференции, должны упоминать этот факт и, возможно, упоминать вашу презентацию на данной конференции. То есть все релевантные, относящиеся к делу факты в письме должны быть упомянуты, они должны создавать у офицера доверие к данным показаниям,
И дальше письма должны обязательно быть направлены на удовлетворение какого-то критерия, который вы хотите данным письмом закрыть. И, соответственно, выбор рекомендателя тоже должен этому соответствовать. Например, если вы подтверждаете, как я уже сказала, роль в компании, вы обращаетесь к людям из данной компании. Если вы подтверждаете вклад в область, в которой вы работаете, в этом случае вы обращаетесь к экспертам в данной области. То есть выбор рекомендателя тоже очень связан с темой письма, хотя, естественно, что если, например, человек уже пишет о вашей лидирующей роли, то, возможно, и о вкладе в вашу область он тоже может упомянуть. А вот вы говорили, что в письме не должно быть доказательств, точнее, не конкретных доказательств, а размышлений и рассуждений в целом. А вы могли бы привести пример и рассказать, как правильно указывать вот эту конкретику, детали? Я имею в виду, что в письмах не должны содержаться только лишь выводы. Довольно часто, когда мы начинаем работать над кейсом и просим наших клиентов предоставить или письма рекомендательные с предыдущих мест работы, или проекты таких писем, приносится довольно такой конклюзивный материал, то есть там написано, что вот действительно я подтверждаю, что, например, данный заявитель внес большой вклад в свою область. Вклад не раскрывается никоим образом, нет никаких численных показателей, сравнений и так далее. Значит, такого рода документ нужно переделывать, перерабатывать и дополнять. Как я уже сказала, закончив первую часть, обозначив background или foundation, то есть образование, опыт рекомендателя и его отношения с вами, нужно перейти к деталям, конкретике по, ну вот возьмем для примера, опять же, критерию вклад. Значит, по критерию вклад нужно описать, в чем, собственно, состоит либо новизна, либо уникальная полезность, либо еще какое-то значение, культурно-эстетическое значение вклада, который внес заявитель. Сам вклад нужно описать детально. Нужно сравнить данный вклад с деятельностью или вкладом других людей. Также очень важно показать, кто и почему считает данный вклад важным, где этот вклад был представлен, где он проявился. Возможно, человек проводил мастер-классы, возможно, человек делал доклады на конференции, возможно, человек делал доклады или представлял свою методику, методологию в рамках работы в какой-то компании. Важно очень подчеркнуть, что данный вклад является полезным и принес какую-то пользу. Вот здесь, вот в разделе «Польза» очень важно дать какие-то численные показатели, проценты, улучшения, сэкономленные средства и так далее. То есть очень важно показать конкретику. После этого на основании этой конкретики можно уже делать вывод о том, что данный вклад действительно является оригинальным, это очень важно. Дальше нужно показать, что вклад является значительным. И обычно очень хорошо показать, что данная методика, методология нашла каких-то последователей, не просто применялась данным заявителем, но и пошла куда-то в массы, явилась действительно вкладом в область, а не просто в данную компанию или вообще только в карьеру данного человека. Значит, если данный вклад был каким-то образом опубликован, освещен в прессе, это тоже стоит упомянуть как дополнительное подтверждение того, что вклад является значительным. И, естественно, ближе к концу письма очень важно сделать вывод о том, что данный вклад соразмерен с той визовой категорией, которую вы запрашиваете. То есть, если вы запрашиваете визу О1, то важно подчеркнуть, что данный вклад демонстрирует, что заявитель является лицом с выдающимися способностями или с outstanding ability. И если вы подаете на грин-карту, то, опять же, выдающиеся способности и является одним из лучших в своей области, и, соответственно, вклад является соразмерным вот этому вот заявлению. То есть все это нужно обосновывать детально и делать выводы. Но здесь очень важно понимать, что, например, риторика текста в разных языках, она немножко разная. И так как вот мы с вами сегодня говорим на русском языке, то, скажем так, риторика русского текста, она чуть-чуть отличается от риторической структуры текста англоязычного. Поэтому очень важно, чтобы ваши письма соответствовали подходу и менталитету именно англоязычного читателя,
потому что в этих письмах мы все время разговариваем с нашим читателем, с иммиграционным офицером, пытаемся сделать его жизнь, его работу легче. Мы хотим, чтобы он полюбил нас и дал нам одобрение. Поэтому очень важно, чтобы ваши письма не растекались, так сказать, мыслью по древу, а точно говорили о том, что вы хотите сказать, без каких-то отклонений и параллельных рассуждений и замечаний. Поэтому вот, работая над письмами, очень важно, как говорится, stick to the point, то есть держать фокус именно на том, что вы хотите сказать для данного кейса, и не отклоняться далеко в сторону. Уважаемые зрители, если у вас есть какие-то кейсы, чем вы можете поделиться, то напишите здесь в комментариях. А если есть вопросы, то задавайте. Мы с Татьяной обязательно постараемся на все вопросы ответить. А также, когда вам понадобится помощь с визой или грин-картой, то обращайтесь к Татьяне Арестовой. Ссылка будет на сайт Татьяны в описании. И еще одна ссылка будет на наш проект visanow.ai, на мой проект. Мы поможем написать черновики писем, но все черновики обязательно должны быть рассмотрены иммиграционным юристом. И это видео не является юридическим советом, так что за юридическим советом обращайтесь к лицензированным иммиграционным адвокатам. Если вы хотите узнать про ошибки в рекомендательных письмах и о последних изменениях в законодательстве, то досматривайте это видео до конца. А такой вопрос у меня по оформлению рекомендательных писем. Должно ли быть оно обязательно на официальном бланке университета или компании? Нужна ли живая печать? Или, может быть, подойдет электронная подпись? Как это обычно оформляется? Опять же, спасибо за этот вопрос, потому что многим кажется, что достаточно предоставить какой-то листочек, особенно если этот листочек подписан какой-то известной личностью, предоставить, например, снизу ссылку на LinkedIn профайл этого человека, и считается, что вот этого должно быть достаточно. Нет, дорогие друзья, этого совершенно недостаточно. Иммиграционная служба, согласно стандартам представления доказательств в американской юридической практике, требует представления максимально доступной информации о свидетеле или рекомендателе. Поэтому, безусловно, наибольшее уважение вызывают письма, написанные на официальных бланках, письма, в которых есть контактная информация, которая позволит иммиграционной службе связаться с данным человеком, проверить, потому что такая практика есть. Офицер иммиграционной службы может позвонить в организацию, удостовериться, что данный человек там работает, или связаться с самим человеком и удостовериться, что действительно он данное письмо подписывал. Поэтому мы очень советуем предоставлять письма на бланке, если это возможно. Если это невозможно, можно приложить визитную карточку к письму. Также можно просто в письмо написать всю контактную информацию. И опять же, чем больше контактной информации вы предоставите, тем больше вероятность, что офицер с уважением отнесется к данным показаниям. Соответственно, мы очень советуем, я очень советую предоставить адрес, телефон, e-mail, всю контактную информацию заявителя. Что касается подписи, в современном мире электронная подпись, в общем-то, является общепринятым стандартом. Печать в американской жизни вообще не является обязательным атрибутом почти никогда, кроме тех случаев, когда вы берете какие-то официальные документы из судебных органов. Поэтому о печати можно не волноваться, а вот подпись может быть и живая, и электронная. Главное, чтобы была контактная информация, чтобы офицер видел, что вы готовы, и ваш заявитель готов к тому, чтобы подтвердить подлинность данного документа, данных писем. Поэтому эту информацию советуем предоставлять. И в последнее время даже участились запросы, требующие такой информации, если информация предоставлена не была. А сколько писем оптимально предоставлять в USCIS? Если заявитель напишет 20 или 30, ну, может быть, коротких писем, не детальных, поможет это? Все зависит от общей картины, которую вы в итоге хотите нарисовать. Нет каких-то общих рекомендаций по количеству писем. Это как художник. Кто-то рисует крупными мазками, а кто-то маленькими. Точно так же и здесь. Безусловно, можно дать много коротких писем, и в итоге все эти письма могут сложиться в какую-то картину. Однако практика показывает, что человеческое внимание, оно лучше фокусируется
именно если вы даете один детальный документ, чем если вы даете много-много таких обрывочных документов. Поэтому мне кажется, что офицеру проще понять суть вашего дела и проще сделать свою работу, если ваши письма не столь многочисленны, но зато более детальны. И опять же, если письма, скажем так, направлены четко на какие-то критерии, то офицер лучше понимает, что с ними делать, чем если письма, так сказать, возникли спонтанно по жизни и ни на какой конкретно критерий не ориентируются. Несколько писем, которые не ориентируются на критерии, вообще просто как-то вот возникли от того, что вот вам дали какое-то благодарственное письмо, вот, может быть, достигли чего-то, и компания дала вам какое-то благодарственное письмо. Такие документы тоже можно давать, но я бы не назвала их вот именно рекомендательными письмами для кейса. Скорее всего, это становится примерно в тот же разряд документов, как ваши грамоты или какие-то публикации, которые, в общем-то, существуют отдельно от вас и конкретно не направлены на то, чтобы облегчить офицеру понимание данного кейса. А вот документы, которые вы готовите для того, чтобы офицер понял суть вашей деятельности, суть вашей позиции, вашей области и, скажем так, степень признания, степень одобрения, которую вы в своей области получили, они с этой целью и должны быть написаны. Опять же, в письме должна излагаться цель письма, и тогда офицеру будет более понятно, для чего вы дали этот документ и что вы им пытаетесь сказать. А я вот раньше сказал, что мы в Visa Now AI помогаем написать черновики писем. Это вообще допускается с точки зрения USCIS? Можно ли написать черновики писем за рекомендатели? Безусловно, такая практика существует, и запрета нет, при условии, что рекомендатель, естественно, прочитывает письмо, имеет возможность его поправить, может быть, вообще написать другое свое письмо. И иногда в моей практике так и бывает. И, в принципе, вот те наброски, черновики, которые мы создаем с клиентом, в основном они для рекомендателей служат таким подспорьем и информативную роль играют. То есть, скажем так, человек, работающий в университете, профессор, возможно, никогда не сталкивался с иммиграционной службой, не особенно вникает, что такое грин-карта по категории B1, какого рода вопросы вообще нужно осветить. Соответственно, образец служит роль такой своеобразной лестницы. Он дает рекомендателю возможность понять, в чем состоит суть текста и по какому принципу текст должен быть построен. И, возможно, все содержание текста рекомендатель потом переделает согласно своему представлению, поскольку он является экспертом в своей области, а мы, например, не являемся. Но, тем не менее, вот черновики, они помогают человеку понять, что мы хотели бы видеть в данном документе, помогают, опять же, понять структуру текста, помогают понять issues, то есть вопросы, которые нужно в тексте осветить, а далее, естественно, рекомендатель должен вникнуть в текст и проявить свою профессиональную оценку при написании и подписании письма. Я, в общем-то, исхожу из предположения о том, что все рекомендатели являются взрослыми, совершеннолетними людьми, экспертами, профессионалами в своей области, и просто так свою подпись они ставить не будут под текстом, если они не прочтут его и не убедятся, что их профессиональная компетенция позволяет им подписаться под сделанными утверждениями. А какие ошибки в рекомендательных письмах вы встречаете и что USCIS может посчитать слабым письмом? Да, безусловно, ошибки встречаются в письмах, которые люди составляют сами. USCIS может письмо просто не засчитать, если считает его либо слабо аргументированным, либо не соответствующим стандартам. То есть, вот как я сказала, если письмо не содержит контактной информации, его содержание невозможно проверить. Но это не самое страшное. Самое страшное или неприятное – это когда рекомендатель делает какие-то заявления, не соответствующие в принципе статусу заявителя. Опять же, если вы не совершили прорыва в своей области, не внесли в нее вообще никакого вклада, у вас есть какие-то другие критерии, но вклад в область, ну вот никак не является вашей сильной стороной,
Не стоит предоставлять письма, в которых делаются утверждения о том, что вы внесли значительный оригинальный вклад в свою область, но описать этот вклад ни у одного из рекомендателей не получается никак. В этом случае миграционный офицер может заподозрить, что данные утверждения, как я уже сказала, являются голословными, делаются по дружбе с вами, просто из каких-то таких побуждений, не связанных с тем, что эксперт действительно считает, что вы один из лучших, именно вот в отношении этого критерия. Поэтому если критерий слабый, то просто неаргументированно закрывать его большим количеством писем, пытаться забросать офицера бумагой – это не очень хороший подход. Поэтому вот очень важно, чтобы письма имели под собой основания и выглядели обоснованными не только с точки зрения того, что там написано много слов, но и с точки зрения подтверждения фактами. Опять же, если все ваши публикации происходили в каких-то не очень авторитетных журналах, местных каких-то газетках, и очень трудно утверждать, что вот именно освещение в прессе является сильной стороной вашего дела, опять же, не стоит писать стандартные фразы в письма экспертов о том, что мировая пресса много о вас пишет. То есть ваши утверждения в ваших письмах должны соответствовать остальным частям вашего кейса, с ними балансироваться. И очень важно, чтобы вот все документы, которые вы предоставляете, чтобы они складывались в такой достаточно уравновешенный, гармоничный пазл. То есть чтобы картинка была полной, и разные части этого пазла, этого дела не противоречили друг другу. Поэтому я бы сказала, что, наверное, самая печальная ошибка – это, передрать письмо, которое подавал ваш друг, не читая его толком. И, пожалуйста, призываю всех наших слушателей такого не делать. Татьяна, у вас огромный, более чем 25-летний опыт. Скажите, пожалуйста, изменилось ли отношение USCIS к рекомендательным письмам за последние годы? Может быть, они стали их проверять строже? Или сейчас на что-то больше обращают внимание в 2025 году? Да, безусловно, особенно вот с приходом президента Трампа мы видим, что иммиграционная служба стала строже вчитываться в дела, стала более придирчиво относиться к тому, чтобы с рекомендателями можно было связаться, требуется контактная информация. Если иммиграционной службе не удается связаться с рекомендателем, даже при наличии контактной информации, она может написать об этом в запросе, попросить другую контактную информацию. То есть мы видим, что происходит больше усилий по проверке писем, по проверке документации. Это вот первый момент, который мы заметили с января 2025 года вот до сегодняшнего дня, то есть сейчас у нас август 2025 года. Далее мы видим, что утверждения, которые делают эксперты, выводы, к которым они приходят, не всегда находят позитивный отклик у иммиграционной службы. Часто они, наоборот, вызывают дополнительные вопросы с просьбой обосновать и подтвердить. Поэтому очень важно, опять же, чтобы у вас был материал, который вы можете использовать для ответа на запрос. Если какие-то утверждения в ваших письмах вызовут вопросы, тогда для ответа на дозапрос, на запрос на дополнительную информацию можно эти материалы предоставить и дать дополнительное пояснение от эксперта на тему того, почему именно к таким выводам он пришел. Значит, очень важно все эти материалы иметь и иметь доступ к эксперту, предупредить эксперта или свидетеля, что, может быть, по результатам первого письма от него потребуются дополнительные разъяснения. Вот к этому надо быть готовым. У меня последний вопрос. Может быть, вы могли бы поделиться советами, лайфхаками, как можно попросить у известного человека письмо, чтобы он не отказал, чтобы не выглядеть навязчиво? Вы знаете, я сама никогда не занимаюсь просьбами о предоставлении рекомендательных писем, поскольку это задача заявителя. В данном случае очень важно обращаться к тем людям, которые к вам настолько положительно настроены, что они готовы потратить свое время на то, чтобы написать вам аргументированное письмо и, возможно, как я уже сказала, ответить на дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у офицера.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если вы не знаете, как подойти к человеку и как сделать так, чтобы он подписал вам письмо, то, возможно, это не тот рекомендатель, с которым вам нужно работать, поскольку, опять же, степень вовлеченности человека в ваш кейс, в ваш процесс является более важным, чем его статус. Лучше предоставить более аргументированное, детальное и позитивно, скажем так, настроенное к вам письмо от человека не такого высокого ранга, чем предоставить что-то вымученное сквозь зубы от какой-то знаменитости и, возможно, вызвать у офицера не то впечатление, которое вы бы хотели. Поэтому очень важно выбирать рекомендателей не только по принципу известности, и даже не столько по принципу известности, сколько по желанию данного человека, естественно, при наличии профессиональной основы какой-то для этого, поддержать ваш кейс и в какой-то степени побороться за вас. Татьяна, вот у меня здесь в комментариях еще один вопрос есть к вам от одного из наших подписчиков. А какое по объему должно быть письмо? Есть какой-то регламент или правило? Регламента и правила нет, но, как я сказала, письмо должно закрывать те пункты, те мысли, те идеи, которые вы хотите в нем донести. Многие говорят, что вот слишком длинные письма офицер не читает. Я бы так не сказала. У меня не сложилось впечатление вот за 25 лет моей работы, что именно размер письма приводит к тому, что офицер не задает вопросов по письму. Мне кажется, что оптимальный размер письма, возможно, от 3 до 5 страниц, но это зависит, опять же, от темы письма, от того, что вы пытаетесь сказать. То есть письмо на 18 страниц, наверное, уже трудно освоить офицеру. Опять же, письмо на полстраницы вряд ли будет информативным. Поэтому важно очень вложить все свои мысли, идеи в письмо, отразить возможные возражения, которые, может быть, возникнут у офицера. При написании письма фактически нужно вести такой небольшой внутренний диалог с офицером, и если вы думаете, что, например, офицер может не согласиться с тем, что публикации о вас действительно являются публикациями такого уровня, которые подтверждают, что вы один из лучших на вершине своей области, возможно, стоит прокомментировать, что вот ваша область, например, не является предметом пристального общественного внимания, что вот именно для вашей области, о которой вообще в принципе мало пишут, ваши публикации, они действительно соответствует именно вашему выдающемуся статусу и так далее. То есть иногда для того, чтобы закрыть подобные вот возражения, которые, вам кажется, могут возникнуть у офицера, уходит довольно много места. И, соответственно, этот момент тоже не стоит сокращать, поэтому я бы сказала, что 3-5 страниц – это хороший объем для письма, но если получается больше, если тема не раскрывается полностью в этом объеме, не отказывайте себе в удовольствии продолжить письмо и пишите все, что вы хотите сказать. Спасибо вам большое, Татьяна, за то, что делитесь вашим огромным опытом. Это бесценно и для меня, и для всех наших зрителей и слушателей. Спасибо за внимание, с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Спасибо всем, что были с нами. Пусть все ваши визы будут одобрены. Пока, до встречи в Америке.